Что мы знаем о GTA 4? Это первая игра серии, которая перебралась на новый современный движок. Первая игра, в которой появилась крутая физика и повреждения транспорта. А еще этой игре уже исполнилось целых 15 лет, что довольно-таки немалый срок, а будто только вчера я впервые ее запустил. Я уверен, многие из вас видели на ютубе видео по типу, как играется та или иная игра спустя много-много лет, то есть сейчас. Спешу вас обрадовать или расстроить, это видео не совсем такое, но это пока, там посмотрим. Релиз GTA 4 был настолько давно, что многие уже и не вспомнят, сколько же было всего интересного, когда GTA 4 вышла в свет. Под интересным я подразумеваю не интересный геймплей и сюжет, которые безусловно таковыми и являются. Я в первую очередь имею в виду огромный ряд разного рода проблем, связанных с этой игрой. И сегодня в этом видео я хочу вспомнить и рассказать вам от своего лица о том, как же игралось в GTA 4 в том самом далеком 2008 году. Ведь я оказался в первых рядах пользователей, которые смогли оценить эту культовую игру. Речь про ПК-версию, если что. В общем, устраивайтесь поудобнее, заварите кружку чая и приготовьтесь перенестись на 15 лет назад, дабы узнать, как же все начиналось. Разработка GTA 4 началась в конце 2004 года, сразу же после релиза GTA San Andreas. Официальный анонс состоялся в мае 2006 года на выставке E3. Изначально четверку хотели выпускать на уже устаревшем для тех лет движке RenderWare. На нем же были выпущены предыдущие игры 3D вселенной. GTA 4 стала первой игрой серии, в которой использовался новый движок собственного производства Rage. Кроме того, разработчики использовали в игре физическую симуляцию от Natural Motion, движок Euphoria. За год до выхода игры Rockstar Games начали демонстрировать публике возможности GTA 4, выпустив 29 марта 2007 года первый трейлер под названием «Все будет иначе». В нем разработчики показали обновленный Liberty City и главного героя Ника Беллика. Далее в течение года Rockstar выпустят еще 3 трейлера, а также будут радовать общественность шикарнейшими скриншотами игры, дабы максимально подогреть интерес геймеров перед релизом. Если бы я лично за всем этим не наблюдал, то я и не поверил бы сейчас, что Rockstar могли так делать. 29 апреля 2008 года состоялся долгожданный релиз GTA 4, но есть свой нюанс. Релиз состоялся на приставках Xbox 360 и PlayStation 3, ПК остался в пролете. В то время интернет мне заменяли журналы Игромания, которые я приобретал в киосках, и там было сказано, что товарищи ПК-бояре, вы в пролете и придется немного подождать. Сказать, что я тогда был огорчен, собственно, ничего не сказать. Это если бы вам в школе сказали, что урок отменен, а на выходе вас бы встретила та самая училка и загнала на урок. В ожидании долгожданной ПК-версии я смотрел мыльные видео консольного геймплея, которые нехило так подогревали мой интерес. Декабрь 2008 года. GTA 4 выходит на ПК. Сколько же у меня было эмоций тогда от этой новости, сейчас даже не описать. В общем, игра вышла, все казалось бы отлично. Журнал Игромания поставил тогда ей 10 из 10 по всем фронтам, да еще и такую статью про нее написал, что у меня, мягко говоря, зачесались руки. Но где взять лицензионную копию? Приобретение игр в то время было процессом достаточно сложным. Это же нужно было выйти из дома, что само по себе уже как-то не очень. Хорошо, что сейчас есть такие ребята, как Case for Gamers. Это все те же ребята из DivMark. Здесь вы можете и приобрести игры для самых разных платформ и сервисов, таких как Steam, GOG, Epic Games, Origin и даже игры от самих Rockstar Games. Также здесь есть карты пополнения на любой цвет и вкус, консольные игры, можно приобрести различный софт и валюту для игр. Здесь огромное количество отзывов у магазинов, удобный поиск, а также много способов оплаты. Благодаря этому каждый сможет найти себе игру или ПО на свой вкус. А с моим промокодом вы получите скидку в 10% на покупку. Переходите в Case for Gamers, все ссылки будут в описании. Что ж, как сейчас покупать игры, нам уже понятно, а что было тогда? Вариантов было на самом деле немного. В моем случае вариантов было всего 2. Покупать диск непонятного качества в павильоне за вменяемые деньги, или же идти в официальный крупный магазин и отдавать баснословные деньги за лицензию, с которой тоже не все было так просто. Пишите, каким способом пользовались вы. Только не пишите, что у вас был скоростной интернет и вы все игры качали с интернетов. Вам все равно никто не поверит. В то время мне же не подошел ни один из способов, которые я перечислил ранее. Мне можно сказать, что повезло, и друзья принесли лично на дом диск заветной GTA 4, пиратской версии. Вот этот сервис был 5 звезд однозначно. Вот если бы я только знал, что меня ждет впереди с этим диском. Первые проблемы ждать себя не заставили. В 2008 году в ходу была Windows XP и Windows Vista, которой было на тот момент чуть больше года, и которая не была популярна. У меня же была Windows XP. И первая проблема заключалась в том, что у GTA 4 были специальные
специальные требования к Windows, что для тех лет было неслыханно на самом деле. GTA 4 требовала сервис пак 3 для XP и сервис пак 1 для Vista. Я не помню, возникала эта ошибка сразу перед установкой или же уже после установки игры при попытке запуска. Но если ваша операционная система не подходила, то появлялось подобное окно, которое давало понять, что хрена лысого вы сегодня в игру поиграете. Нужно ли говорить, что пуканы в подобный момент взрывались у тысяч геймеров, которые жаждали попробовать новую GTA. Хоть уже и был 2008 год, домашнего интернета у меня в то время не было. Попробовать найти решение этой проблемы я не мог, да и не думаю, что оно было. Конечно, позже это все появилось, но на релизе очень многие столкнулись с такой проблемой. В общем, запуск долгожданной GTA 4 был отложен на неопределенное время. И я со слезами на глазах остался в тот вечер без GTA 4. В течение недели коллективными силами с моими корешами было найдено решение в виде Windows XP Service Pack 3, и GTA 4 была благополучно установлена, и все было готово к первому запуску. Как же это было круто, хочу я вам сказать, но не спешите радоваться. Во-первых, с установленной игрой был какой-то левый ярлык, который вообще не внушал доверия, и недаром он мне не понравился с самого начала, ведь следующие проблемы, с которыми мне пришлось столкнуться, это Rockstar Games Social Club. Это некий прообраз современного Rockstar Games Launcher, только тогда это было абсолютно непонятная хрень, которая частенько выдавала разные ошибки, не давая запустить игру. Все это должно было работать через интернет, а так как он был не у всех, а у кого-то еще была и пиратка, все это работало крайне непонятно, и на разбор всего уходило немало времени. Позже выпустят патчи и разные фиксы, и Social Club отвяжет, но в самом начале все это доставило немало проблем. К слову, у лицензионных копий тоже не все было хорошо. Игра получила систему защиты под названием Securom с привязкой к диску и требованием однократной активации через интернет. Ну а если интернета у вас нет, то отложи игру до лучших времен и поиграй пока в San Andreas. В теории активировать копию можно было и на другом ПК с доступом в интернет, но пойди найди такого друга в то время. А потом он же узнает, что у тебя есть диск из GTA 4 и с ним придется делиться. Отдай мой диск. Отнимать будешь? У тебя 5 секунд. А ведь он его обязательно зацарапает. Кстати, были ли у вас друзья, которые постоянно царапали диски? Напишите, мне будет интересно. Может, я один такой был. Когда мне все же удалось справиться с ранее озвученными сложностями, я запустил игру. Радости тогда не было предела. После одной из первых заставок радость на моем лице сменилась на страх и тревогу. Я вижу новое окно с новым непонятным сервисом под названием Games for Windows Live. Это нечто, наверное, еще хуже, чем Social Club, в который также нужно было регистрироваться и выполнять определенные танцы с бубном для того, чтобы просто поиграть в игру. Вот пример, чтобы проще было понять, как было с большинством игр тех лет. Установил, запустил, нажать играть и все. Как же было с GTA 4? Установи обновленную винду, запускай игру через Social Club. Далее регистрируйся в Games for Windows Live. Для этого всего надо интернет, а ты еще и на пиратке. Плюс может быть куча ошибок, по которым еще и не изобрели решение. Многие на этих этапах просто забивали болт на GTA 4 и начинали хейтить игру, даже не поиграв в нее как следует. Благо в Games for Windows Live можно было создать автономный профиль без подключения к интернету. А вот обладателям лицензии, чтобы не лишиться возможности поиграть в GTA 4 по сети, пришлось регистрироваться и в Social Club, и в Games for Windows Live. В интернете были целые гайды на форумах на эту тему. И даже с этим не у каждого это получалось сделать. Были какие-то ошибки, в общем, не сладко было в то время. Запустив игру, я лицезрел офигенное вступление. Меня поразила графика и детализация окружения в целом. Для тех лет это было практически на уровне кино. Особенно если брать во внимание глубокий сюжет четверки и ее кат-сцены, то это и есть полноценный фильм, в который попутно нужно еще и играть. В момент просмотра самых первых кат-сцен я все сравнивал с San Andreas, но уже с первых мгновений было понятно, что это совершенно другой уровень, и пытаться найти параллели между этими играми вообще бессмысленно. Я очень хорошо помню тот момент, когда я впервые поехал на такси Романа, и как я офигел от того, как управляется машина. Эти крены, подвески, деформация кузова, это было просто чем-то невероятным. Подумал тогда я и практически сразу словил баг на пьяную камеру. Я тогда дико офигел от такой фичи, но как оказалось позже, это была никакая не фича, а меры по борьбе с пиратством, на которые я благополучно попался. Вылечить пьяную камеру получалось путем перезапуска игры. Иногда не с первого раза, но это помогало, и после этого можно было играть какое-то время без пьяной камеры, но потом все равно она опять появлялась. Вообще, мое первое впечатление от игры было смешанным. С одной стороны, очень крутой визуал, реалистичное управление, физика и проработка мелких деталей, да еще и в совокупности с кучей разных плюшек. А с другой стороны, казалось, что это вообще не GTA, по крайней мере по первым впечатлениям. Где CJ, Томми Версетти, да тот же Клод из GTA 3. Конечно, уже потом, пройдя первый десяток миссий, я быстро погрузился во всю эту атмосферу мрачноватого Liberty City. И мысли о том, что это не GTA, больше не возникало, да и вообще первые несколько дней или даже больше, я просто катался и наслаждался
отличался новой физикой авто и, конечно же, повреждениями, про которые в то время не говорил только ленивый и по которым можно смело снимать отдельный ролик. В общем, какое-то время мне было не до миссий. В кайф было просто кататься по городу и тестировать разные машины, разбивать их и смотреть на невероятную крутую систему повреждений. Помню первое знакомство с копами и какими они показались мне сложными после предыдущих частей GTA. Что там по производительности? Хоть у меня были и практически рекомендуемые системные требования, игра не шла супер плавно. Имея текущий опыт, я могу смело заявить, что она вообще была далека от комфортного количества кадров. Тогда в принципе не было такого понятия, как игра в стабильный 60 FPS. Железо у всех было разное, и все играли так, как позволял ПК. 20-25 кадров тогда были обычным делом. Проще говоря, люди были добрее и не выебывались, как сейчас. К примеру, в GTA San Andreas частота залочена на 25 кадров, и ничего, все так играли, никто не наяривал на количество FPS. Я вообще первый Underground прошел с частотой до 10 кадров, и это не шутка. Я практически всегда играл с программой Fraps, она позволяет делать скриншоты и захватывать видео. Я любил делать скрины в разных играх, и поэтому всегда ее использовал. Также Fraps показывал количество кадров, и в GTA 4, когда я впервые ее запустил, я увидел порядка 15-20 кадров, что по текущим меркам можно назвать слайд-шоу. Все усугубляло и то, что в начале игры нам предстоит играть в ночное время, а это, как известно, самое загруженное для железа время, так как ПК приходится обрабатывать кучу эффектов с тенями и светом. В общем, несмотря на то, что у меня было рекомендуемое железо, FPS был далек от играбельного. Но тогда это было не критично. Днем же FPS вырастал и был чуть более 20 кадров. Вот так я проходил всю игру, а потом еще и ставил всякие моды, в том числе и ENB, что усугубляло ситуацию с кадрами. Но красота, как мы знаем даже по предыдущему ролику, требует жертв. Позже появились патчи, которые хоть и незначительно, но улучшили ситуацию с производительностью. Но кардинально исправить ситуацию, к сожалению, так и не удалось. Чему я вообще еще завел речь про FPS? Дело в том, что частенько под видео, где я ранее говорил про плохую оптимизацию GTA 4, я натыкался на много комментариев, где люди писали, что, мол, ничего подобного у них не было. GTA 4 на их калькуляторах просто летала и не было никаких тормозов и прочих проблем. На, серьезно, ты не верил? С которыми сталкивались огромное количество пользователей. И плевать они хотели, что супермощные машины тех лет не могли переварить эту игру. Только в большинстве подобных случаев никто из этих комментаторов не пользовался софтом для отображения частоты кадров. И визуально, если не было откровенного слайд-шоу, то все было окей. И они, собственно, считали это за идеальную работу, и значит все летает. А на деле у них было, как и у всех, 20-25 FPS, а то и меньше. Ведь даже сейчас на мощном ПК будут просадки ниже 60 кадров, что уж говорить о ПК тех лет. И ветки форумов с тех времен все это подтверждают. Можете почитать, если интересно, там очень много разных комментариев на тему производительности. Какой можно подвести из всего этого итог? GTA 4 получилась революционной игрой во многих моментах. Это первая игра на новом движке Rage, впоследствии на котором выйдут GTA 5 и RDR 2. Игра, которая перевернула понимание о том, какой может быть игра о великом автоугонщике. История Ника Белика не похожа ни на одну из историй, которые мы могли наблюдать ранее в 3D вселенной Grand Theft Auto. Это полностью новая ветка, которая, как по мне кажется, была недооценена. Сложилось так, что игра имела серьезные технические проблемы, которые Rockstar Games так и не смогли решить в полном объеме, и, к сожалению, это повлияло на ее популярность. Но несмотря на это, я считаю эту игру одной из лучших игр в серии. Это был прорыв во всех смыслах. И я считаю, что спустя столько лет было бы неплохо увидеть полноценный качественный ремастер на эту великолепную игру от самих Rockstar Games, а не сами знаете кого. Я думаю, GTA 4 это заслужила. Ну а как считаете вы? Обязательно напишите в комментариях. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Я с огромной теплотой это все вспомнил. И хоть тогда это не вызывало у меня таких теплых чувств, как сейчас, но этот опыт был очень ценным. Спасибо ребятам с Boosty за поддержку. Это очень ценно и важно для меня. У меня же на этом все. Увидимся в новых видео. Всем пока.